Здравствуйте! Сегодня мы начинаем записывать серию видеоблогов, в которых попытаемся на максимально простом языке говорить о дизайне не для дизайнеров. И первая тема, которую мы рассмотрим, каким образом подходить к выбору шрифта в логотипе. В данном контексте я вижу три возможные варианта. Можно разрабатывать уникальное начертание, можно использовать уже существующий шрифт, либо можно каким-то образом переделывать, дорабатывать также существующий шрифт. Но чтобы ответить на вопрос, какой из данных вариантов является наиболее подходящим именно в вашем случае, необходимо начать с того, что логотип сам по себе вам не нужен. Вы же его делаете не для того, чтобы повесить дома на стенку. Вам логотип необходим для того, чтобы использовать его в визитках, на сайте, в плакатах, буклетах, вывесках и тому подобное. Поэтому я предлагаю рассматривать логотип не изолированно, а как часть некой большей системы, которую можно назвать фирменным или корпоративным стилем, системой визуальной идентификации или коммуникации. Но как ни называйте, смысл в том, что логотип это лишь составная часть чего-то большего. И ответ на вопрос, каким образом подходить к созданию логотипа, кроется в том, а в чем заключается концепция этого целого и какова цель, для которой она создавалась. Если для достижения поставленной цели необходимо разработать уникальное начертание шрифта, если в этом и кроется основная концепция вашего стиля, тогда естественно необходимо это сделать. Попробую проиллюстрировать эту мысль на примере фирменного стиля кинотеатра «Бомер». Это один из самых старых стационарных кинотеатров Европы, который располагается в городе Харькове. Его открытие приходится еще на эпоху стиля модерн. И сейчас на экране вы видите оригинальные афиши того периода с рекламой кинотеатра. Но кроме этого, от других кинотеатров города его отличает еще и то, что в нем крутили неформатное артхаусное кино. Поэтому основными зрителями кинотеатра была творческая неформальная молодежь города Харькова. Поэтому мы поставили перед собой задачу, взяв за основу стиль модерн, придать ему новое современное звучание. И эта цель полностью решалась за счет шрифта. Буквы мы рисовали на основе афиш того периода. Но за счет использования ярких цветов и пестрого сочетания букв этому стилю удалось придать новое современное звучание. Кроме непосредственного логотипа был разработан и целый акцентный шрифт с несколькими вариантами каждой буквы. Данный шрифт и был основным выразительным элементом стиля. Он использовался в афишах, билетах, при оформлении книги отзывов. Было даже печенье, испеченное в форме букв логотипа. Данный пример является несколько радикальным, потому что кроме непосредственного логотипа был разработан и целый акцентный шрифт, к чему достаточно редко прибегают дизайнеры. Однако это очень наглядный пример, потому что в данном случае целостность стиля и цель, ради которой он создавался, полностью достигалась за счет шрифта. А теперь попробуем рассмотреть, каким образом можно подходить к созданию логотипа при использовании уже существующих шрифтов. И проиллюстрируем это на примере системы визуальной идентификации компании народжені вільними. В данном случае логотип существует в двух вариантах, со словом «Украина» и без него. Перед нами стояла задача разработать логотип в стилистике авангарда, а в знаке использовать круг и квадрат как две наиболее характерные для этого стиля фигуры. Нам было понятно, что необходимо использовать геометрический гротеск, так как шрифты этого стиля и возникли в ту эпоху из стремления к геометрической ясности. Поэтому в данном случае не было смысла тратить время на самостоятельную прорисовку букв,
Тем более, что вряд ли у нас бы это получилось лучше, чем у людей, профессионально занимающихся разработкой наборных шрифтов. Поэтому был найден подходящий шрифт. Кроме этого, из преимуществ использования в логотипе наборных шрифтов, то, что этим же шрифтом можно пользоваться и при оформлении всей остальной рекламной продукции, что увеличивает целостность и узнаваемость вашего бренда. Однако в данном случае необходимо учитывать, что на право использования шрифта в логотипе необходимо приобрести соответствующую лицензию. В подобных целях для поисков шрифтов удобно пользоваться ресурсом Rentafont, в котором за скромную плату можно взять в аренду интересующий вас шрифт, а после утверждения логотипа связаться с представителями данного ресурса и оформить лицензию. Подобная лицензия будет стоить всего несколько десятков долларов, что немного для маломальски приличной фирмы, за шрифт, который будет использоваться в логотипе и во всей рекламной продукции. Основным же связующим звеном данного стиля была модульная сетка, по которой был построен как сам логотип, так и все прочие элементы стиля. Орнаменты, пиктограммы и вся наружная реклама. В данном случае вы видите примеры оформления ситилайтов, которые можно было видеть на улицах города Киева и некоторых других городов. И, наконец, рассмотрим третий пункт. Использование, когда мы каким-то образом переделываем либо дорабатываем существующий шрифт. Данный подход является чем-то средним между описанными выше двумя вариантами. И, наверное, этим подходом чаще всего пользуются дизайнеры. Когда за основу берется какой-то наборной шрифт, но тем или иным способом переделывается, чтобы придать логотипу большую индивидуальность. Таким образом мы поступили при разработке логотипа для фирмы ResTrading. В данном случае за основу был взят шрифт клавика, однако некоторые буквы были переделаны таким образом, чтобы подчеркнуть геометрические ритмы знака, из которого в свою очередь собирались различные паттерны и фактуры, которые в данном стиле и были основным выразительным элементом. Суммируя все вышесказанное, ответ на вопрос, какой подход выбрать при разработке логотипа, заключается в том, а какова цель и концепция того целого, частью которого является логотип. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Подписывайтесь на наш канал. Каждую неделю мы будем публиковать новые видео. В следующий раз продолжим говорить о том, как выбирать шрифты для логотипа, но в этот раз поговорим о классификации шрифтов. Ссылки на все упомянутые проекты можно найти в описании под видео. Пишите в комментариях интересующие вас темы. Все, всем пока.